предыдущей серии мы остановились на том, что семья доктора Ся переехала жить в город Цинчжоу. В 1938 году их дочери Дэхон исполнилось 7 лет, и ей пора было идти в школу. И вот мы видим фото этой семьи. Слева Дэхон, рядом ее мать Юйфан, ей здесь 30 лет, в центре старший сын доктора Ся, единственный, кто поддержал отца в его браке, далее сам доктор Ся и его внук. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Как мы помним, Маньчжурия в то время была оккупирована японцами до такой степени, что и японский язык был официальным. После 4 класса преподавание в школах велось исключительно на японском, и учителя были японцами, и они особенно следили за тем, как преподавалась история. На фото японский иммиграционный корпус. И вот тоже японцы, которые из сельских районов Японии перебирались на оккупированной территории Северного Китая. В школе Дэхон учили, что ее страна Маньчжурия Го, то есть государство Маньчжурия, а их соседи 2 китайские республики. Одна из них враждебная под руководством Чан Кайши, другая дружественная под руководством Ван Цинвэй, который тоже находился под влиянием Японии. А Маньчжурия, она как бы отдельно от всех, то есть от собственно Китая. У японских детей были отдельные школы с лучшим обеспечением, отоплением и чистыми окнами. В маньчжурских школах применяли строгие наказания, например, если девочка допускала стрижку ниже мочки уха. Детей били по щекам, а мальчиков еще и по головам деревянной палкой. Непослушных заставляли стоять часами на коленях в снегу. Местные дети должны были кланяться японским на улицах и уступать им дорогу. В 1940 году в Цинчжоу уже насчитывалось 15 тысяч японцев. В Северной Маньчжурии японцы жгли села и организовывали стратегические поселения, очень похожие на концентрационные лагеря. Так как Маньчжурия была богата полезными ископаемыми, то местные работали на шахтах, и все, что они оттуда извлекали, отправлялось в Японию. Привычный для маньчжурского желудка рис стал доступным только японцам и коллаборационистам, а местным приходилось есть блюда из желудей и сорга, которые они не могли переварить. Японцы создавали концентрационные трудовые лагеря, чтобы упростить использование местного населения на принудительных работах. Младший сын доктора Ся как-то не поклонился портрету Пуи, и после этого он пропал без вести. Посмотрите на японскую пропаганду, и вы поймете, что уже все на этой земле было, ничего нового. Здесь написано, что китайцы и японцы – братские народы. Эту мантру использует и Россия, до сих пор пытаясь навязаться украинцам. Мы еще не раз убедимся по ходу нашего исследования, что методы пропаганды совершенствуются, но основные постулаты ее остаются незыблемыми. И вот дошло до того, что мать Юйфан с сыном и дочерью тоже приехали в Цинчжоу и поселились в доме доктора Ся. Мать Юйфан была буддистка, и в своих молитвах она просила Будду больше никогда не реинкарнировать ее в женщину. Она согласна была быть котом или собакой, но только не женщиной. Муж младшей сестры Юйфан, на фото он справа, поступил работать в тюрьму и рассказывал о тех ужасах, которые там творятся. Пытки заключенных не прекращались ни на минуту. Палач душил их таким вот приспособлением гаррот, удавка. Этой рукояткой затягивали веревку на шее несчастных людей очень медленно, чтобы жертва подольше помучилась перед смертью. Потом трупы вывозили в лес и кидали в яму. И доктор Ся как-то договорился, чтобы одного его родственника не додавили, а ночью вместе с Юйфан они выехали в лес, вытащили родственника из ямы, а потом долго прятали парня у себя дома и таким образом спасли его. Дэхон проходила в школе свою идеологическую обработку. Учеников заставляли смотреть тележурналы об успехах японской армии. На экране показывали страшные сцены, как японские солдаты разрубали своих врагов напополам или как собаки разрывали пленных на куски. Школьницы 11-12 лет должны были это обязательно смотреть, а за ними наблюдали, чтобы они не закрывали глаза и не прикладывали платочки к рту. В 1942-м японцы погнали школьниц на работу на текстильную фабрику. Местные шли туда пешком, а японок везли на грузовиках. Японки мыли окна, а местные работали на огромных станках. Из-за того, что дети были к тому же еще и голодные и усталые, то они
не справлялись с оборудованием, от чего происходило много несчастных случаев. Японцы любили спорт, но победить в соревнованиях должна была только японка. Одна маньчжурская девочка не смогла себя сдержать и выиграла забег. На другой день ее подвергли унижениям и исключили из школы. Но это еще повезло. Другую девочку вообще превселюдно расстреляли за то, что она читала в сарае книгу китайского автора. Учительница-японка мисс Танака при этом не смогла сдержать слез, и ее избили. Короче, ужас-ужас. До чего люди могут дойти. Я это так подробно рассказываю, чтобы вы понимали, в каком расшатанном состоянии находилась психика маньчжуров в то время. И вот в мае 45-го в небе появились самолеты США, и наконец пришла хорошая новость, что война в Европе закончилась. 8 августа школьники еще молились за победу Японии, а на другой день советские и монгольские войска вошли в Маньчжурию. Узнав, что американцы сбросили 2 атомные бомбы на Японию, маньчжуры этому очень радовались, потому что японцы их реально достали. Потом пришли новости, что Япония запросила мир. Маньчжуры опять радовались, а японцы в Цинчжоу начали делать себе харакири. Школьники кинулись мстить учителям-японцам и избивать их. В общем, для японцев настал судный день, но семья доктора Ся спасла мисс Танаку, которая ничего плохого людям не делала. В Цинчжоу пришел хаос. Начались грабежи, насилие, убийства. А теперь внимание! Именно на этом месте я решила сделать эти видео, чтобы мы понимали, что ничего не берется ниоткуда. Каждому чиху на земле есть объяснение. 23 августа 1945 года администрация Цинчжоу созвала жителей на железнодорожную станцию поприветствовать русских. Доктор Ся с женой остались дома, а Дэхон присоединилась к огромной воодушевленной толпе молодежи с разноцветными бумажными треугольными флажками в руках. Когда поезд приблизился, толпа начала размахивать флажками и кричать «Ура!». Дэхон до этого представляла советских солдат как героев-победителей с огромными бородами, скачущими на огромных лошадях. Походу, она их видела на картине Васнецова «Три богатыря». То, что оказалось в действительности, это была группа каких-то доходяг. Дэхон была ошарашена, созерцая бедно одетых бледных юношей в советской форме. Примерно 1000 советских солдат зашли в город, и наивные маньчжуры поначалу благодарили их за то, что они им помогли избавиться от японцев. Но русские принесли новые проблемы. Однажды Дэхон встретила на улице грузовик на обочине дороги. Несколько русских солдат стояли рядом с ним, держа в вытянутых руках куски тканей. Ткани были в дефиците. Их выдавали строго по лимитам. Оказалось, что эти ткани с той самой текстильной фабрики, куда японцы гоняли работать школьников. Русские меняли ткани на часы и всякие цацки. Дэхон побежала домой и принесла какие-то старые сломанные часы. Русские солдаты страшно им обрадовались и дали девочке отрез уворованной ними на фабрике красивой белой ткани с розовыми цветами. За ужином семья доктора Ся обсуждала этот случай. Им не верилось, что русские балдеют от бесполезных старых часов и всякой фигни. То есть, как видим, всему есть объяснение, почему из Украины они тащат эти унитазы, стиральные машины и даже поношенные трусы. Так делали их отцы и деды всегда. Русские ходили по хаткам и просто забирали все, что им понравилось, часы и одежду в частности. Истории об изнасилованиях местных женщин русскими солдатами заполонили Цинчжоу как пожар. Женщины прятались куда попало, страшась своих в кавычках освободителей. Вскоре город кипел от злости и негодования. Семье доктора Ся пришлось на время переехать жить в сам город, то есть за стены с воротами. Однажды Дэхон увидела джип с русскими солдатами, которые ржали на весь рот. Вдруг джип поехал в ее направлении. Девочка пыталась убежать изо всех сил, но русские ее преследовали. Дэхон удалось вбежать в детский сад, который выглядел как лабиринт, и сидеть там целый час. Но это были цветочки. Русские методично занялись демонтажом оборудования всех фабрик, включая 2 маслозаводов, и отправляли его в Советский Союз. Они говорили, что это репарации. Но местные видели только то, что их промышленность разрушена.
Точно так внуки этих мародеров вывезли оборудование Алчевского медкомбината, Ясиновского коксохимического завода и других, оказавшихся на оккупированных ними территориях. Подпись под этой фотографией. Разграбление северо-востока Китая советской армией нанесло серьезный ущерб тяжелой промышленности Северо-Востока. Снимок слева представляет собой групповое фото советских солдат на северо-восточном заводе, который вот-вот должен был быть демонтирован. А снимок справа – этот завод в северо-восточном Китае, который был полностью демонтирован Советским Союзом. И вот начинается этот самый поворотный момент. С приходом советской армии подняли голову китайские коммунисты. Когда Дэхон их увидела первый раз, у нее глаза на лоб полезли. Они выглядели как нищие, но при этом втирали населению, что это именно они все эти годы боролись с японцами. Дэхон тогда еще удивилась. Как вы могли бороться с японцами, если у вас нет оружия, а выглядите вы как оборванцы? Но эти оборванцы, тем не менее, начали наводить в городе порядок. Тогда две силы пытались завоевать Маньчжурию. Коммунисты под руководством Мао Цзэдуна и националисты под руководством Чан Кайши. Чанкайшисты были лучше экипированы, армия у них была гораздо больше. Коммунистов поддерживала Россия, а чанкайшистов США. Издалека это похоже на белую и красную армии, но, конечно, со своими приколами. Кого я здесь не нашла, так это какого-то национально-освободительного движения, как это было у нас в Украине в 19-20 годах, когда мы проиграли только потому, что не поставили во главе этого движения адекватного лидера. Я не китаевед никакой, я просто читаю книгу и верю автору, как достаточно здравомыслящему очевидцу событий. И пусть китаеведы меня поправят, если такое движение наблюдалось. Мы видели только до сих пор Маньчжурскую империю, с развалом которой мы начали наше исследование, где процветала страшная коррупция, где чиновник был царь и бог. Дальше попытки выбрать лидера путем выборов, но это не сработало, потому что всех депутатов подкупили. Потом пришли японцы с пропагандой и страшной репрессивной машиной. Потом пришли грабители и насильники русские, и суть такова, что тот период, который мы рассматриваем, китайцы уже просто ждут, когда придет следующий правитель и наладит им жизнь. И вот следующий виток поворотного момента в создании тоталитарного государства. В Циньчжоу вошли чанкайшисты, одетые с иголочки, в чистенькое новое обмундирование и американским оружием. Маньчжуры вышли их радостно встречать. После японцев и русских наконец-то пришли свои китайцы. Чанкайшисты действительно выглядели как те, кто разгромил японцев. Радость царила неописуемая. Но вскоре опять наступило горькое разочарование. То есть вы теперь понимаете, через какие эмоциональные качели прошло население. Надежда, разочарование. И так несколько раз. Все ждут справедливой власти, что кто-то к ним придет и установит хорошую, праведную власть без репрессивной машины. Общество жаждало перемен, какой-то шаг вперед к демократии, особенно в сфере прав человека. А чанкайшисты кинулись набирать себе по старинке сожительниц. Это был первый знак населению. Как говорил дедушка Ленин, низы не хотят, а верхи не могут. Революционная ситуация. Дэхон было 15 лет, возраст невесты, но она хотела сама выбрать себе мужа. Она не желала, чтобы ее отдавали в сожительницы. Девушка хорошо училась, получила прекрасное воспитание. Она видела судьбы своих мамы и бабушки и не хотела такой же. Хотя ее и сватали, но в ее семье насильно ее никто бы не отдал замуж или в сожительницы. Чанкайшисты взяли власть на фабриках, которые, как мы помним, русские разграбили до нитки, но так и не сумели наладить экономику. Фабрики кое-как работали, но прибыль от них разворовывалась. Чанкайшисты заняли шикарные дома, в которых раньше жили японцы. Мэром поставили местного Зеро, который в короткое время разбогател и обзавелся сожительницами. Обратим внимание, что рядом побежденная вдребезги Япония начала строить с помощью американцев цивилизованную страну. А Китай? Что Китай? Там же типа гражданская война. Чанкайшисты, маоцзэдуновцы. Кого народ примет, тот и будет управлять страной. И тут вдруг напомнил о себе отец Юйфан. Помните тот самый замначальника полиции в Исяне с двумя сожительницами-монголками? При японцах его арестовали,
А при чанкайшистах он выкупил себя из кутузки. Потом пытался выдать свою дочь от сожительницы монголки за чанкайшиста офицера. Но тот был только капитан и не мог предоставить тестю защиту. Имущество этого отца конфисковали, борзость его сошла на нет, и в 1947, когда он заболел раком щитовидки, то позвал жену и детей, чтобы попрощаться. Это была жалкая тень того самого замначальника полиции города. Дети нехотя собрались вокруг его смертного одра. Сына упросили хоть раз в жизни назвать его отцом, и когда тот, скрипя зубы, выполнил просьбу, то отец взял его за руку и вымолвил такое вот напутствие. Постарайся, сынок, стать каким-нибудь специалистом, ученым или предпринимателем. Но никогда не пытайся стать чиновником. Это разрушит тебя точно так, как разрушило меня. Когда этот отец умер, его похоронили без всяких церемоний. В общем, вы поняли, коррупция Маньчжурии достигла таких размеров, что Чан Кайши создал специальную организацию, чтобы с ней бороться. Это был отряд по борьбе с тиграми, потому что коррумпированных чиновников сравнивали со страшными тиграми. Народ попросили присылать жалобы, но потом оказалось, что это была хитроумная схема для изъятия денег из населения. Всех, кто пытался образумить чанкайшистов, обзывали коммунистами, кидали в кутузку и там пытали. Дэхон собиралась стать учительницей и посещала для этого специальные курсы. И когда она пожаловалась одной девочке, что что-то не так с чайканшистами, та ей сказала: смотри на лес, а не на отдельные деревья. И еще помните того парня, которого пытались удавить при японцах, но доктор Ся его вытащил из ямы, привез домой и выходил? Так вот, он стал у чанкайшистов каким-то важным начальником в разведке и пришел как-то поблагодарить семью доктора Ся за спасение. Но со временем этот парень впал в глубокую депрессию, стал опиумным наркоманом, много пил и посещал бордели. Причем до этого его знали как самодисциплинированного и морального человека. Его попытались женить, но парень признался, что он намеренно так себя ведет, потому что не хочет жить. Оказалось, что он стал работать на чанкайшистов, потому что ненавидел японцев. Но по своей работе ему приходилось убивать невинных людей, своих же китайцев. И если он самоубьется, то семью его начнут терроризировать за это. И у парня остался один единственный выход – естественная в кавычках смерть. В итоге он заболел и умер в 1947 году. Честно говоря, дрожь берет от такой истории. Парень этот все равно умер от предназначенной ему когда-то медленной удавки. Ужас. И вот постепенно Дэхон начала знакомиться с коммунистами. Дело в том, что она была активистка. Энергия в ней бурлила, ей хотелось бороться за права человека. Деятельной, инициативной, темпераментной девушке надо было куда-то девать свою энергию. Для начала ей давали какие-то простенькие, но тем не менее очень опасные задания по распространению литературы, памфлетов, листовок. Коммунисты занимали северную часть Маньчжурии, а чанкайшисты – морские порты, аэропорты и большие города, за исключением Харбина. Но коммунисты наступали, а их авторитет среди населения возрастал. Селянам обещали перераспределение земли в пользу тех, кто ее возделывает, и те радостно вступали в их ряды. Это нам знакомо. Обетянка-тятянка. Коммунисты подступали к Цзиньчжоу. К тому времени в городе разгулялась страшная инфляция. Доктору Ся было уже под 80. Семья потеряла все деньги на обмене, потому что Чан Кайши ввел свою валюту. Экономическая ситуация ухудшалась. Не хватало еды, цены росли. Процветали только проституция и продажа девушек в борделе. Матери отдавали детей за 10 килограммов риса, чтобы спасти остальных. В этой гнетущей атмосфере Дэхон участвовала в протестах, и ее даже повязали за это. Тогда доктор Ся понес подарки своим влиятельным пациентам, и те поручились за семью, что они не коммунисты, и тогда Дэхон выпустили из тюрьмы. Чанкайшисты постепенно сдавали позиции. Коммунисты осадили город и стали его обстреливать. И так они при помощи голода и бомбардировок вошли в Цзиньчжоу. Кругом валялись трупы, картина им предстала страшная, но им это только и надо было. Потому что тут переломный момент заканчивается. Колесо сансары провернулось
Удавка начала медленно затягиваться. Коммунисты предложили не убежавшим чанкайшистам к ним присоединиться, а тем, кто не захотел, просто отпускали домой. Мао уже к тому времени начитался книжек китайских мудрецов и понял, что самый эффективный путь завоевать народ – это влезть в их сердца и души. В один день коммунисты убрали трупы с улиц, на другое утро они призвали жителей города вести нормальную жизнь, и уже 20 октября открылись магазинчики, школы и учреждения. Новое правительство поощряло селян ехать в город и продавать там сельхозпродукты. Цены резко упали. Зерно, соль и уголь распределялись по карточкам. И 2 ноября 1947 года вся Маньчжурия уже находилась в руках коммунистов. Они быстренько восстановили экономику и порядок. 3 декабря открылись банки, а 4 появилось электричество. 29 декабря начали создаваться уличные администрации как ключевые точки коммунистической системы контроля над населением. 30 декабря дали воду, а 31 заработала железная дорога. Дэхон страстно желала посвятить себя революции. И вот представитель Компартии послал ее на встречу с главным по работе с молодежью Ван Юй. Этот Ван Юй и стал ее мужем. Он был на 10 лет старше, родом из города Ибинь, провинции Сычуань, из пролетарской семьи. В 14-летнем возрасте Ван Юй ушел из дома, тяжело зарабатывал себе на хлеб. В начале 40-го он пешком пошел в знаменитую коммунистическую школу Янань. Топал он туда 4 месяца и притопал в апреле 40-го. Там прожил в каких-то пещерах 5 лет, попутно учился в Академии марксизма-ленинизма. В 1946-м Ван Юй партизанил на чанкайшистской территории, убивал богатых землевладельцев, раскулачивал их, в общем превратился в такого упоротого коммуниста. Политика по отношению ко всем, кто препятствовал революции, была такая: когда сомневаешься – убивай. В начале 48-го партизаны присоединились к регулярной армии. Ван Юя послали на работу в район Цинчжоу, Хулудау с задачей создать разведывательную систему, следить за позициями чанкайшистов и мониторить продовольственную ситуацию. Там он и познакомился с Дэхон, которая была лидером студентов. Молодые люди стали встречаться, хотя времени на это у них и не было. Тогда уже разворачивалась эта паранойя, кампания самокритики. Коммунисты жили при своих конторах. Проведал родных минус в учетную карточку. Дэхон обвиняли в том, что она слишком привязана к семье, а это буржуазная привычка. В общем, не перескажешь всех тех маразмов. Канал Ірини Коновець-Поплавської. После регистрации брака коммунисты стали ворошить прошлое Дэхон. Долгое время она находилась под наблюдением, и молодая семья попросила перевод в Ибинь, на родину мужа. Летом 1949-го коммунисты продвигались на юг. Они захватили столицу чанкайшистов Нанкин и следующей целью ставили Сычуань. И через 2 месяца после свадьбы Дэхон с мужем собирались покинуть Цинчжоу под аккомпанемент грязных слухов и ненависти однопартийцев. Радость от освобождения от чанкайшистов у Дэхон сменилась беспокойной меланхолией. При чанкайшистах она свое напряжение снимала активными действиями и ощущением, что она делает правильные вещи. Это придавало ей смелости. Теперь ее заклевали до такой степени, что она чувствовала себя постоянно виноватой, что она все делает неправильно. Дэхон попыталась об этом поговорить с мужем, но тот сказал, что таки да, становиться коммунистом – это мучительный процесс.